Всех приветствую! Сегодня будем рисовать осу. Многие из вас меня давно просили порисовать осу, показать, как я рисую алгоритм снятия ограничений целиком от и до. Поэтому сегодня покажу, как я рисую осу, и плюс поделюсь с вами потрясающей техникой и практикой, как снять свои внутренние ограничения женственности. И тут даже речь не столько про женственность, сколько про как убрать свои внутренние ограничения, внутренние блоки, какие-то претензии, внутренние раздражения, прийти к легкости, мудрости, раскрепощенности, свободе, такой потоковости, изобилию, в общем, истинной женственности, когда женщина, она такая прям вот парящая, текущая, летящая, манкая. Надеюсь, вам эта практика тоже понравится, оцените ее по достоинству. Я давно ее уже рисую, не делилась, потому что не была уверена, что это будет кому-то интересно, но решила все-таки показать эту практику миру, и надеюсь, вы ее оцените. Но сначала немного теорий. Нашу реальность формирует наше состояние. Наше здоровье, финансы, отношения, красоту — это все зависит от того, какие мы внутри. Что там внутри нас, сколько в нас страхов, напряжения, накопленной агрессии, злости, претензий и прочее. И наша свобода, искренность, раскрепощенность, проявленность в этом мире, она запечатана во все наши табу, запреты и непозволение себе быть какой. Любой, какой вам хочется. Как в толпе вычислить женщину, у которой очень много табу, запретов и всяких разных нельзя? Конечно, в первую очередь по телу. Такая женщина чаще всего напряженная, такая собранная, такой комок нервов практически. Когда мы видим такое скованное, зажатое существо, интуитивно сразу понимаем, что у человека очень много ограничений, напряжений, каких-то претензий и негатива в целом. Легкие, беззаботные женщины свободных, так скажем, нравов, без претензий, без вот этих всех табу, в полном принятии, они и телесно проявляются как такие раскрепощенные, свободные и легкие. Надо заметить, что мужчины любят как раз именно таких женщин. И мы с вами, женщины, тоже любим именно таких женщин, и общаться с ними, быть рядом с ними, потому что с ними легко, тепло, хорошо, душевно, нет вот этой напряжности, нет контроля, нет каких-то тычков, уколок, издевок, насмешек. Нет, с ними очень хорошо, с ними свободно, с ними наконец-то можно выдохнуть и побыть собой. И сегодня как раз мы с вами будем рисовать осу на то, как снять с себя эти внутренние запреты и ограничения и стать раскрепощенной, красивой, смелой, искренней и свободной женщиной. Практика на самом деле простая. Нужно взять лист бумаги, все, что пишет, и выписать все то, что вы запрещаете другим женщинам. Какими вы запрещаете быть другим женщинам. И это касается в большей степени всех женщин. Чужих, которых вы не знаете или мало с ними знакомы. Потому что если у вас есть конкретные претензии к каким-то близким женщинам из своего близкого окружения, там немножко другая история, там у вас другие психологические игры. А мы сейчас возьмем список того, что вы запрещаете вообще всем женщинам, какими они не должны быть. Самый простой способ понять, что вы запрещаете другим, это как раз выписать то, что вас раздражает, бесит в других женщинах. Все ваши фразы в сторону других женщин, которые начинаются «да как можно?», ну и там далее по списку, да, «я никогда не буду», не выписывайте. Это как раз вот эти внутренние запреты, какой быть нельзя. Ни за что. Никогда. Наша легкость, внутренняя свобода, они идут из разрешения себе, во-первых, ошибаться и быть любой, не соответствуя ожиданиям каких-то других людей. И, например, вы не собираетесь быть женщиной, которая меняет мужчин каждую ночь, но когда вы это разрешаете, допускаете для себя, вы это разрешаете и другим женщинам, и больше нет негодования, агрессии, осуждения в сторону вот именно такого проявления. И есть простой закон. Чем меньше у вас претензий, осуждения других людей, тем, значит, меньше осуждения, критики, претензий к себе. И на самом деле, чем больше вы себе разрешаете, позволяете каких-то проявлений, тем меньше вероятность, что вы скатитесь в деструктивные сценарии и какие-то нездоровые решения. Потому что осуждение какого-то проявления, поведения других людей — это прежде всего звоночек нам о том, что мы себе это не позволяем, потому что есть страх быть таким. А все страхи нужно обслуживать. И чаще всего энергией подавления и напряжения. Например, давайте возьмем, практически каждая из нас боится стать бомжихой,
неряхой, скучной, неинтересной, страшной старой морщинистой, плохой хозяйкой, плохой матерью. Потерять все деньги, стать нищенкой или нелепо молодиться. Или стать поверхностной, глупой и производить несерьезное впечатление на людей. Все эти страхи создают внутреннее напряжение, забирают нашу энергию, внимание на то, чтобы их там все контролировать, удерживать, и делают нас и на физическом плане тоже напряженными. Давайте возьмем прям крайний случай: женщина-бомжиха. Я вижу такую женщину каждое утро, такая ароматная, чумазая, вертится вокруг мусорных баков, что-то там выискивает. И у большинства из нас какое чувство? Отвращение, неприязнь. Причина любого негативного чувства и эмоций — это страх. Чего мы боимся? Ну, конечно, мы боимся стать вот такими же бомжихами. Я никого не призываю искренне принять всех женщин-бомжих, прям любить их и в десна целовать. Нет, я про другое. Я лишь хочу показать, какой раскрепощенной, красивой, смелой, свободной, мудрой вы можете стать, когда проработаете все свои раздражения, неприязнь, агрессию к другим людям, в том числе и к женщинам-бомжихам. Почувствуйте разницу. Состояние из страха и напряженности. Я никогда не стану бомжихой, я сделаю все, чтобы этого не допустить. И второе состояние из принятия, свободы и легкости. Я не зарекаюсь, в жизни всякое может случиться. Я лишь знаю, что если вдруг меня жизнь приведет к такому состоянию, я найду правильное решение. И я уверена, что даже если я вдруг стану бомжихой, я все равно буду счастлива. Чувствуете разницу? Первый вариант, когда есть вот это вот напряжение, когда идем из страха, прям сковываем себя, надеваем доспехи и сражаемся, чтобы нет, чтобы этого не случилось. И второй вариант, когда мы допускаем, может случиться всякое, и нет напряжения, нет энергии, которая уходит туда, чтобы вот это контролировать каждый день и смотреть, а я не становлюсь ли ближе к сценарию жизни бомжихи? Этого нет. И когда вы принимаете разных людей, их разные проявления, разные какие-то тараканы, вы становитесь свободнее. Допуская, что так бывает, может быть, и я могу такой стать, и это не конец света. И еще, кстати, стоит вспомнить, что любой наш страх стремится реализоваться. Все наши мысли, все эти образы, которые мы крутим в голове, все, чему мы придаем и внимание, и энергии, оно все стремится реализоваться. Как хорошее, так и плохое. Потому что все, что заряжено нашей энергией, стремится воплотиться в реальности. Если женщина сильно-сильно боится, что муж будет изменять, скорее всего, будет изменять. Если боимся, что деньги все потеряем, скорее всего, потеряем. Боимся остаться без работы? Наверняка останемся. И чем больше боимся, тем больше вероятность. Так и здесь. Если мы с вами боимся стать бомжихами, скорее всего, так или иначе, но мы к этому придем. Поэтому призываю вас начать избавляться от всех своих внутренних «нельзя», «как так можно», «ни за что на свете», «я никогда». Чем больше вот этих всех запрещалок, тем больше мы становимся напряженными. Мало того, что мы себя вот этим всем тюкаем постоянно, так мы еще и окружающих этим гнобим. И мне кажется, это вообще не про женственность. Женственность — это про другое. Поэтому давайте, повторюсь, пишем список всего того, что мы запрещаем другим женщинам. Нельзя 80 лет носить мини-юбку, или быть плохой хозяйкой, или отправлять детей на лето к бабушке, выставлять грудь на показ с глубоким декольте, носить длинные волосы после 40, кеды в 90 лет вообще нельзя. В общем, все, что вас раздражает в других людях. Сначала выписываете все, что сразу пришло, а потом ходите, присматриваетесь, смотрите на других женщин и отлавливаете, что цепляет, на что идет отражение. И на каждый пункт из вашего списка рисуете осу. Я в свое время, когда начинала работать с этой практикой, я каждое утро просыпалась и шла по списку. И в конце видео, после завершения рисунка, поделюсь фразой из вселенской терапии для такой мягкой, гармоничной фиксации нашего принятия. И будет такая вишенка на торте эффективности нашей практики. И рисование осо, проработка этих наших явных таких звенящих табу и запретов — это только первый этап. Здесь мы с вами убираем верхушку айсберга, то есть то, что на поверхности, то, что мы и так понимаем, что есть у нас непринятие вот этого.
А то, что под водой, ниже верхушки, это то, что у нас сидит глубоко в подсознании, оно никак не осознается, выстреливает в ненужные моменты и еще помимо этого тянет на себя кучу энергии, чтобы все это там удерживать, контролировать. Поэтому после того, как вы проработаете все свои явные табу, рекомендую порисовать еще вторую технику. Я ею обязательно поделюсь, ссылка на эту технику появится чуть попозже в описании к этому видео. Это будет тоже рисунок, но уже на проработку тех запретов, которые ушли глубоко в подсознание, и вытащить их из себя не так-то и просто. И самые лучшие подарки от жизни как раз получат те, кто проработают эти подсознательные наши блоки, которые такой невидимой рукой рулят нашей женской жизнью. Во второй технике я покажу, как все это аккуратно извлечь и исцелить, тоже с помощью рисунка, но не осо. Это будет другая техника арт-терапии, более спокойная и гармоничная. Потому что когда работаем с подсознанием, вот эти все резкие углы, выбросы нам не нужны, нам нужно будет очень аккуратно с собой и с нашими убеждениями поработать. Но давайте сначала поработаем с осой и с списком того, что прям явно триггерит и явно бесит. Пойдемте. Как обычно в алгоритме нейрографики, начинаем с того, что записываем тему. Для этого рисунка это будет «Я принимаю право женщин быть такими-то» или «делать то-то и то-то». Далее засекаем 2 минуты для того, чтобы выписать все свои слова ассоциации. Далее собираем весь свой внутренний негатив, осуждение, критику, легкую агрессию к проявлениям женщин того качества, с которым работаете, которые взяли из своего списка, и делаем выброс. Так как я рисую осу экспресс, то первым делом прохожусь по всем линиям выброса и растягиваю все хвостики. И тут же скругляю все пересечения. Кстати, почему я рисую осо карандашом? Во-первых, потому что этого никто не запрещает, а во-вторых, считаю, что от рисования осо карандашом эффекта больше, чем от маркера. Потому что для скругления линий карандаш требует нажима и усилий для плотного закрашивания. И вместе с нажимом и усилиями мы избавляемся от физического напряжения, то есть выводим наш весь негатив физически и через тело. Но это мое личное мнение и опыт, которыми просто с вами делюсь. Вы не обязаны рисовать карандашом, как я. Если вижу на рисунке намеки на круги, сразу же их прорисовываю. Почему я это делаю, уже рассказывала в моем видео про осо, как его делать красивым и эффективным, ссылку оставлю в описании. И продолжаю идти по алгоритму, вывожу линии в фон, скругляю. Во время скругления, чтобы практика была для вас более эффективная и результативная, предлагаю позадавать себе вопросы. Почему я это запрещаю? Кто сказал, что женщине нельзя быть такой или так делать? Что будет, если я стану такой? Что для меня в этом самого страшного? И послушать, проанализировать свои ответы. Далее раскрашиваю так, чтобы радовало и глаз, и душу. Немного делаю плотнее и так плотные линии, это будут мои линии поля. Делаю фиксацию. И рисунок готов. Но теперь у нас важная фраза для гармоничного завершения этой практики. Кладем руки на рисунок и произносим: «Я признаю и принимаю свое и право любой женщины». Дальше называете то качество из списка, с которым мы работали, и даю этому место. Например, «Я признаю и принимаю свое и право любой женщины быть неряхой», и даю этому место. Все, практика выполнена. В один день можно работать только с одним пунктом из списка. И как проработаете весь список, можете переходить ко второму этапу. Ссылка будет в описании.
Своими рисунками можете делиться в группе Telegram, которую я как раз создала для вас, ваших рисунков по моим мастер-классам. Или можете стать участницей закрытого клуба Max Studio. И спасибо, что были и рисовали со мной. Делитесь своими результатами в комментариях к этому видео. И увидимся в моих новых видео на этом канале. Всем пока-пока! You can try to